Всем привет! Настал тот день, когда я заберу мотор. Сейчас будем его грузить. То, что не было на фотках. Я понял. Ну, скидки за эти повреждения не будет. То есть клапановую крышку вот эти декоративные сам высочат. Да, она не учитывается. Мало ли. И вентилятор, естественно, тоже. Да. Ну, можем сделать возвратом. Возврат, я как бы неделю жду мотор. Я понимаю, я говорю, что можем сделать возвратом. То есть на такие детали как бы повреждения, если был бы там разбитый клапанная крышка, действительно именно клапанная крышка, да. Ну, понял. Такое. А эти... Ладно, понял. Так что, мы разбираем? Разбирайте. Вы все сами слышали. Приехали за мотором. И тут вот такие вот моменты. То есть мало того, что мотор я ожидал неделю, так он еще и пришел с повреждениями, про которые мне сказали, что ну мы сверху повредили. Направо, налево, куда? Да, прямо так. Ну, чуть-чуть левее можно. Ага, все, еще едем. Еще. Так и едем. Там еще считалка на нем была, по-моему. А вот если в чеке прописана читалка, я вам ее отдам. Да. Просто это вот Маленький бардачок. коса. Сходите в сайт. Что Да. такое? Читалку хотят. Я говорю, читалка отдельно продается. Еще считалку не хотели отдавать. Я им в смысле звонил, говорил, все на моторе, да, кроме стартера. Сейчас в смысле мне не отдают считалку, говорят, так считалка типа не идет. Фирма называется Avalon Auto. Сделаем небольшую рекламу. Я звонил, спрашивал, мотор целый придет? Мне сказали, да, если какие-то будут повреждения, мы сделаем вам скидку. Скидки нету, есть предложение сделать возврат. Спустя 2 недели, как я его ждал. Ну, какие выводы я могу об этом сделать? Поэтому рассказываю как есть, ничего не скрываю. Ну и естественно, они мне сейчас баллончиком закрасят весь мотор, скажут, ну мы его так пометили. Думаю, накозлить подпоследок самое оно. Ну все, мотор я забрал. Саня, эксперт, уже разбирается. Ну-ка покажи. Я тут на вкус пробовал масло какое. В салоне все хорошо. Внутри мотора все чистое. В целом мотор выглядит достойно. Единственное, что, ну, про что я говорил, сломана крыльчатка немного вентилятора. Хомуты есть, все есть. Нету почему-то 2 проводов на генератор. Я не знаю, наверное, здесь подключается коса. Скорее всего, я со своим мотором отдал. Ну ничего страшного, заберем обратно. Из примечательного это вот клапанные крышки, намазанные герметиком. Ну это я так думаю в Японии мазали. Что здесь вот прям потеки потерли и намазали. Здесь вот тоже что-то какой-то красный герметик страшный намазан. А так в целом все окей. Все косы, все есть. Сегодня подготовлю мотор, поставлю коробку и кину его здесь. Завтра, наверное, уже вкинем мотор. Имеем вот такую вот рейку. Это точно такая же рейка, как у меня. Только есть один нюанс. Почему-то у ниссановских реек есть такой косяк, что вот, например, здесь заход 8 мм, на той рейке 7. И спейсер, который есть, вот продается в AGS, если его сюда закрутить, он здесь, окей, все нормально подойдет. Если закрутить его на мою рейку, то он будет на миллиметр торчать. Поэтому пришлось у токаря доработать этот миллиметр. А на обратную сторону такой вот спейсер 4 мм. Пришлось вот здесь немножко поиграться вот этой вот проставочкой, а именно разогнуть ее ровно, распилить, согнуть как надо и заварить, чтобы сместить рейку немного под углом, чтобы дотягивался карданчик, потому что если ставить ее в родное положение, то карданчик начинает вываливаться. Вот так где-то примерно стандартное ее положение, то здесь кардана уже все, он никак не закрутится. А если мы наклоняем, то у нас ровно встает кардан. В общем, вот этот наклон нужно делать с помощью вот этой вот проставки. Все, рейку можно прикручивать. В общем, в очередной раз Nissan преподносит свои подарки. Вот здесь такая трубка есть на ГУР. И она у меня в одном месте была чуть-чуть подмята. Думаю, да, я ее разрежу, вставлю трубку, обварю. С одной стороны все обварил, все вставил. С другой стороны начал приваривать. А она, короче, то ли двухсоставная, то ли что. В общем, она не приваривается, она просто отламывается. Хотел сделать лучше, сделал на 3000 в минус. Поставил трубку, вот уже прокинул от RB25D 35, она чуть длиннее, но нормально встает. Обидно, что на 3000 попал на ровном месте, хотя мог просто ничего не делать, так и оставить и забить. Сейчас поменяю подшипник, буду собирать сцепление, накидывать все на мотор и будем ставить. Надеюсь, сегодня успеем. У меня была проблема с удлинением наконечников. Я спросил в группе ниссановодов, говорю, ребят, с чего поставить? Мне все говорят, с SF5 ставь. В общем, вот у нас наконечник SF5, вставляем его в конус. Это я его максимально прижал, то есть он люфтит. Его можно притянуть гайкой, но это постоянно будет разбиваться гнездо посадочное, будет разбиваться ось конуса.
Ну и это долго не походит, будет раскручиваться гайка. Решено было взять свои наконечники, а от SF5 именно тело. И сейчас все будет идеально стоять по длине и по конусу. Единственное, что конструкцию придется разваливать, если шар выйдет из строя. От автоматного двигателя здесь стоит втулочка. Как вы поняли, я ее сваркой уже вытащил. До этого я час мучился салфетками, ее выбивая. У нее очень маленький краешек, который выбивает ее. Поэтому, если у вас есть сварка, не тратьте время, просто заварите и вытащите. Ну, в общем, сцепление я уже прикрутил, накинул тут шайбы, потому что посадочная под корзину чуть ниже. Ну, как я говорил, сделал подъем. Коробку уже приволок, поменял подшипник выжимной, все здесь смазал. Сейчас будем ставить и внедрять в салон. Егор мне в этом поможет. Егор, привет. Ну все, мотор на месте. Не без помощи, конечно, добрых людей мы его сюда поставили. Спасибо Егору за это. Но хочу поругать РБ в очередной раз. У него нету крюков, как у GZ. И мы тут цеплялись то за винт, то там за впуск. Короче, он весь на перекос. Кое-как его сюда поставили. Очень сложно было это сделать, но мы справились. Почему-то Nissan посчитал, что ему не нужны крюки для его надежных моторов. И не стал его ставить. Ну, наверное, подразумевалось то, что будет все вниз опускаться. Если открутится балка, конечно, ржавая. В общем, мотор стоит, я уже собрался, сегодня ухожу. Завтра, надеюсь, будет пуск. Мне надо съездить забрать косу, которая идет на генератор. Я ее отдал со своим мотором. Купить масло, фильтр, ну и по мелочи собрать. Я, в принципе, думаю, пуск будет завтра, но не точно. Всем привет! Продолжаем строить Лауреля. Сегодня в планах прикрутить траверсу коробки, сделать под капотом все, что возможно, и переходить уже к стадии запуска. Скорее всего, сегодня не успею, но, возможно, и успею. Надо также поменять еще будет масло. Колеса, кстати, встали топ по фитухе. Ну все, мотор прикрутил. Единственное, по косе есть вопросы, пока не понимаю, куда ее цеплять, потому что у меня всего одна фишка, и эта фишка на датчик детонации. Как я уже разобрался. А фишки на скорость, на автомат, что-то я пока найти не могу. Но с этим разберемся завтра. Радиатор уже стоит, ГУР тоже уже подключил. Осталось по мелочи. Кардан прикручен, коробка прикручена. Осталось прикрутить выхлоп, сварить там немного фланцы. Сейчас поставлю считалку, косу в салон заведу. Сейчас буду заливать масло. Естественно, спонсора масла у меня нету, поэтому фирма No Name. Все мимо, все как я люблю. Хорошо, у РБ есть тут прокладочка, которая держит масло. Вот это вот плюсик. Уже ночь. Сегодня какое число, Серега? Напомню. 12? Серега тут 90-ка собирает, ставит стойки. Сейчас за кадром был запуск Лауреля. В принципе, никаких проблем не составило. Немного тут с проводами поколдовали. Сначала не разобрали, что у нас массы нету. Ну а потом все ок. Ну и сейчас я, так сказать, первый запуск сделаю на камеру для ютуба. Всем привет! На улице конкретный минус, пришлось утепляться. На улице по-прежнему нету снега и что-то там в ближайшую неделю не обещают. Я все готовлю Лауреля, остались мелкие доработки. Надо подкинуть медную трубку на задний контур, обслужить ручник. Спереди уже все готово. Еще дополнительную массу кинуть на аккумулятор и все. Мотор запустил, все работает, ничего не стучит, не трещит. Это очень радует. ГУР вроде даже работает, генератор работает. Вот сейчас сварил выхлоп. Получается, у меня передняя часть идет от RB20DE. Она подходит в болтон, кстати. Потом идет вот такая вот труба, 76-я. И все это уходит назад в бочку. Я как-то говорил, что покажу, как мне дед сварил выхлоп. Ну, в общем, под машиной я уже не буду показывать, я просто вам покажу. Человек занимается сваркой, ну, достаточно долго. Я сколько живу, он все время занимается. Уже на протяжении 20 лет. В общем, приварил мне гофру так, что она цеплялась от обкузов. Видно, что она здесь помялась. Но это полбеды. Он говорит, я тебе все аргоном сварю. Вот это вот, пацаны, аргон называется на проволоке. Ну, понятно, что это не аргон. Ладно. Защиту это я его попросил приварить. Ну, в общем, здесь не про защиту речь. Вот такая вот сварка, вот такие вот швы, стыки. Человек, который занимается сваркой и берет с меня за это 4000 рублей. Почему не сделал сам? Потому что не было времени и яма была занята. Решил обратиться вот в сервис. В общем, такую вот горбатую херню мне наварили. Я не говорю, что я топовый сварщик, но вот это вот я сварил полуавтоматом за 5 минут. И здесь вот.
Я не занимаюсь выхлопами, не занимаюсь особо сваркой, как бы, ну, надо понимать, что вот такое можно отдавать людям за 4000. За такое я бы готов был отдать. То, что он мне наварил, это, конечно, просто трэш полный. Он просто не захотел откручивать трассу и приварил по месту. Естественно, по месту он полуавтоматом не мог по кругу обварить, он сделал наклон. Я обварил типа сверху. Ну и даже там не доварил, чуть-чуть были дырки. Короче, вывод таков. Дед, конечно, Мегарбатова наварил сильного, больше к нему не поеду. Сейчас жду, пока привезут герметик, намажу прокладки и установлю. Ну что, можно сказать, первый выезд Лауреля готов. Сегодня с Егором залетели на моечку, сегодня помоем, а завтра будем ставить уже тормоза, ручник, колодки и все дела. В принципе, машина готова. И сейчас ездить нужно будет на развал. Посмотрим, что у нас здесь под капотом. А под капотом у нас православный JZ с крышкой от РБ. В принципе, все нормально, ничего не обоссалось. Наконец-таки добрался до ручника, снял вот такие колодочки. Шутить про то, что они еще походят, не буду, но про то, что они сгнили, и то, что это Nissan, не удержусь. В общем, колодки просто в ноль, их нету. Надеюсь, диск не покоцало. Купил контрактные, причем купил на левую и на правую сторону. Но с правой стороны колодки есть и остаток жирный. Скорее всего, вот эта сторона работала, а та нет. По плану вкинуть новые колодки ручника, обслужить суппорта и кинуть медную трубку вот с этого тройничка вперед. И задние тормоза будут жить. Еще купил такие проставки 3 сантиметра, если кому нужен артикул, вот, 1200 рублей. Проставки для того, чтобы поднять морду, потому что это максимальная высота, которую я смог поднять. Больше в башмаке нету резьбы. 3 сантиметров должно быть достаточно, чтобы морда поднялась и был немножко запас. Все, задние тормоза поставил, прокачал, все работает. Для задних тормозов использовал медную трубку. Все это одел в термоусадку. Все это стоит. Вроде все ок. Тормоза прокачал. Ставлю проставки на морду 3 сантиметра. Ставится все легко, берется чашка, выбиваются штатные шпильки. В моем случае просверливается чуть больше диаметр, и ставятся вот такие вот шпильки. А заднего тормоза не было, потому что вот эта медная трубка, которую кто-то поставил и не сделал ей изоляцию, просто сгнила. Вот такая вот проставочка из алюминия. Ставится вот так и полетел. Подсниму немножко контента из картеля. Сейчас снимаешь. Секрет. Серега прикручивает проставки. Ну-ка давай, покажи. Оп. Ну все, машина почти готова. Поменяли редуктор, поставили 8 дюймов. Сереги такой вот выворот. Это тот же исполнитель, что и мне варил на Лауреле. Кисель Кастом Гараж. Паха Киселев. Вот он такие сошки варит. Обычный рычаг. Удлиняет на 3 сантиметра. Сошку переваривает по своей технологии. Да, хватит. И все вроде как рулится. Посмотрим, Серега расскажет о том свои впечатления. Как бы Серега холодный, но Серегу не надо согреть. Серега едет. Че, ты суп себе налил? В общем, 90-ик боевой получился. Первый GZ на 58-й коробке. Че, напишите в комментариях, сколько коробка проживет. Долго или недолго? 2 дня? 2 дня. И Серега 9 дней. В салоне тут 2 сидухи. Ничего особенного нету. Сток ручник. Зато Серега на хороших дисках поедет. 9 ширина плюс 15. Подписчиков и Тихо. учить буду раскатывать арку. Что делаешь? Ты, получается, арки раскатываешь? 90-ки надо восстанавливать. Смотрите, какие крылья жабрами. Пацаны неделю делают. Сереге наклейку наклеили. Это у нас командные наклейки будут в этом году. Серег, так куда ты едешь? Ты мне скажи. Да? В Магадан? Да. Ну что, это завершающий момент по подготовке Лауреля к сезону. Приехал опять к Тёме в Гиперавто. Сейчас будем делать развал. Потому что вот так это у меня ровные колеса. Надо поднастроить, чтобы нигде ничего не цепляло. В обе стороны одинаковый был выворот и развал. И все, мы уже на развале, накинули мишени. Тёма сейчас выставит центр руля. Думаю, так, куда делать? В туфлях. Вика,
Нету, оно не работает. Ну, слушай, она работает, но плохо очень. А, вот это просто Что показывает? Жопа 3 градуса. Завалено. С одной стороны 3, с другой 1,5. Надо попробовать будет чуть крутануть, если попробуешь. Правая 6, левая 5. 6, 5. Но это пофигу, кастер примерно одинаковый. Не Не сильно разный, да. Здесь 6, здесь 6,5. В общем, что у нас получилось? Перед развал по 5 градусов. Кастер мы не трогали, потому что он сток 6, схождение по 0,4. Сзади у нас 2,18 и 1,40. Не получается больше вывести в 0, так как рычаги все сток. Схождение суммарное 15. Тёме за это спасибо. Но Тёма не делает никому развал, только мне. Поэтому не записывайтесь к нему на развал, он все равно вам не сделает. Ну все, приехал с развала в гараж. Тёма, как обычно, выручает. Все ништяк отрепетировал, никуда не ведет, ровно едет. Будем ждать снега или влагу, поедем протестируем. Там чуть спереди трет, но подкину блинчиков, думаю, нормально будет. Теперь можно сказать, что лавр по технической части полностью закончен. Остались мелочи по дизайну и в салоне. А в остальном все отлично, никаких проблем нету. Такая вот серия получилась. Всем спасибо, кто смотрел. До встречи в новой серии.